Всем привет! Сегодня речь пойдет о сборке кастома на базе ГАЗ-67, который является идеальным вариантом по соотношению цена и качество. А цена ее на данный момент около 4000 рублей. Порон наклейки для гаскет маунта, наклейки под стабилизаторы, которые я уже благополучно наклеил, пару пакетиков с винтами, скобы, PCB маунт стабилизаторы, сама база, PCB, завернутый в антистатический пакет, а также свитч-пуллер и абсолютно убогая отвертка, которую вы можете сразу же выкинуть. На этой базе столько сделанных модов заранее, и Band-Aid мод можно не делать, так как уже есть наклейки под стабы, стабилизаторы приклип, EPI есть. Короче, да, скукота. Хотелось бы подольше поковыряться. PCB белого цвета с hot-swap сокетами от CIY, RGB подсветкой. Также в комплекте к этой PCB идут неплохие свитчпады, видимо сделанные из XP, и честно я не совсем понимаю, что это за материал. Также силиконовая шумоизоляция, которая используется между плейтом и платой. Необходимо упомянуть, что для борда есть софт для установки различных режимов подсветки и настройки макросов. Строение клавиатуры — это gasket mount, который заключается в том, что плейт не прикручивается к корпусу, а держится за счет прикрученных двух частей корпуса, на гранях которого находятся прокладки из порона. Для чего это сделано, спросите вы? А для того, чтобы снизить жесткость конструкции. Если при tray mount строении вся плата крепится при помощи вкрученных винтов, то при gasket маунте достигается большая мягкость за счет того, что плейт находится между двумя демпферами, которые поглощают звук, а также позволяет добиться более мягкого ощущения от печати, что-то вроде Bouncy Typing Experience. Также благодаря поликарбонатному плейту достигается больший уровень гибкости и снижение шума при печати, что в сравнении с tray маунтом ощущается очень интересно. Так, перейдем к минусам базы. Объясните мне, чья идея была засунуть винты Torx T6, ну или по-простому звездочка, в эту клавиатуру? Абсолютно уродскую отвертку, которой мне не хватило на то, чтобы привернуть корпус. Пришлось заказывать набор отверток для точных работ, чтобы завершить сборку. Поэтому, если решите собирать кастом на этой базе, то имейте в виду, что вам необходимо либо иметь запасную отвертку, либо вкручивать очень, прям очень осторожно. Также не очень в восторге из-за отсутствия флекс-катов на самой PCB, но учитывая цену, в принципе, вполне себе нормально. Для этой клавиатуры я взял, на мой взгляд, невероятные кейкапы, сделанные из ПБТ пластика, и рисунки нанесены методом сублимации. В стилистике известной картины Great Wave of Kanagawa. Я лично обожаю ее, у меня геймпад с таким корпусом, и коврик такой тоже был. Короче, тупо кейкапы в моем вкусе. Запакованы были в картонную коробку и имели отличные кейсы для хранения. Ну а чего еще стоило ожидать от ПБТ с сублимацией за 2500 рублей? В качестве свечей я выбрал Akai Cream Yellow V3, который взял вместе со смазками Crytex у ребят из Switch Jam. И это было единственное место, где можно было взять 70 свечей, а не 90, как это обычно принято у Akai. А ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Спеки свечей: stem POM пластик, топ хаузинг поликарбонат, нижний хаузинг полиамид, такая разновидность нейлона. Честно сказать, они мне понравились даже больше, чем Gateron Milky Yellow. Лишь по той причине, что они оказались более звонкими, что ли, по звуку и сниженными в сравнении с Milky Yellow конечным весом нажатия и уменьшенным ходом. Стема со стандартных 4 мм до 3,5. Не буду сильно заострять ваше внимание на смазке самих переключателей, можете посмотреть вот это видео. Так, какие модификации были проведены в этой клавиатуре? В первую очередь хотелось бы отметить, что тут, скажем так, мало возможностей что-то модифицировать, где-то разгуляться, так как стабы приклип, наклейки под стабилизаторами есть, не нужен никакой Band-Aid и прочее. Так, модификации Holy мод, Tape мод и Anti-Ticking мод. А также мы проведем эксперимент с различными видами шумоизоляции. Пороновые гаскеты я уже наклеил, от свитчпадов я решил отказаться, так как типа они по сути бесполезные, лишь делают звук более глухим, а я хочу его сделать типа живым, что ли. Как ты думаешь, ножницами можно повредить PCB? Да. Для антитикинг мода я буду использовать оставшиеся наклейки для gasket маунта. Вырезается пополам и наклеивается под стабилизатор, ну или проталкивается в нашем случае. Он делается для того, чтобы снизить шум при
ударе скобы о саму по себе. Стало тише. Основным минусом этой базы является тот факт, что свечи не особо хорошо держатся в плейте, из-за чего вынимаете вы пикапы вместе со свечами. Для большего удобства рекомендую вам поставить изначально переключатель на каждом углу этой клавиатуры, для того, чтобы было легче поставить остальные. Ах да, забыл упомянуть. Вот эти ножки резиновыми прокладками были отдельно, то есть их нужно было приклеивать самому, я, к сожалению, забыл сказать об этом. В комплекте был белый витой кабель, но не особо высокого качества, поэтому он мне, в принципе-то, и не нужен, потому что у меня есть свой, с авиатором и прочим. Итак, давайте отталкиваться от того, что это Gasket Mount, и важной его особенностью является именно флекс самого плейта, благодаря чему создается наибольшая глухость нажатий и, в принципе, приятное ощущение от продавливания плейта внутрь корпуса. Отсутствие шумоизоляции. Зачем она, в принципе, в ней нужна? Без шумки звук получается более звонким, ну или назовем его клак, но, по сути, это что-то среднее между клаком и цоком. Вот так звучит клава только с тейп-модом. Шумка из порона. Неплохо вытесняет звук благодаря своей достаточно высокой плотности, но если положить полностью, то не получится добиться высокого уровня флекса. Pegas 67 подходит именно шумоизоляцией синтепона. Работать с ним достаточно легко, и он заполняет все пустоты в корпусе, при этом не дает потерять гибкость плейта. Также вам может подойти наполнитель для плюшевых медведей или полифил. Было бы приятно, если бы вы поставили лайк и подписались. Нам предстоит еще много чего разобрать. Увидимся!